Уважаемые подписчики, сегодня предлагаю испечь булку черкизовскую по ГОСТу. Булка черкизовская представляет собой штучное изделие продолговато-овальной формы с заостренными концами и состоит из 3 жгутов. Масса одной штуки может быть как 400, так и 200 грамм. Тесто для булки черкизовской готовится опарным способом. Для достижения хорошей разрыхленности изделий и ускорения времени расстойки теста норма прессованных дрожжей делится на 2 части и вносится в опару и в тесто. Опару следует хорошо вымесить для того, чтобы насытить кусок теста кислородом и дать максимальные условия для развития дрожжевых клеток. Тесто можно замешивать как тестомесом, так и руками. Консистенция теста очень комфортная, поэтому не составит труда вымесить его и руками. Я вношу маргарин в тесто после некоторого развития клейковины, но делать это не принципиально в данном тесте, поэтому вы можете выложить все ингредиенты в дежу тестомеса одновременно и сделать замес со всеми ингредиентами сразу. Выброженное тесто делим на 3 равные части, подкатываем легко в шар и оставляем расслабиться на 10-15 минут на рабочей поверхности. При формовке булки черкизовской следует учитывать определенные нюансы. А именно, для того, чтобы избежать пустот в мякише, необходимо произвести закатку жгутов очень плотно. Наиболее легко и эффективно это сделать при помощи скалки. Для этого раскатываем каждый шар в лепешку, а затем очень плотно закручиваем в рулет. Натяжение по всей поверхности рулета должно быть одинаковое, именно для того, чтобы избежать пустот в конечном изделии.
Формируя булку из жгутов, следует укладывать жгуты таким образом, чтобы их шов находился внизу. Складывать жгуты необходимо близко друг к другу, хорошо фиксируя. Верхний жгут должен быть несколько длиннее двух нижних. Верхний жгут необходимо хорошо укрепить на нижних жгутах и немножко приплюснуть. Делать это нужно для того, чтобы подрыв по месту соединения верхнего и нижних жгутов был красивый и контролируемый, для того, чтобы не образовывались провалы и пещеры. Расстойка булки черкизовской должна проходить при температуре 35-40 градусов Цельсия и относительно высокой влажности воздуха 70-80%. Достичь этого можно при помощи того, что вы поставите чашку с кипятком рядом с заготовкой и накроете ее пластмассовым боксом. Перед посадкой в печь заготовку ничем не смазывают, а просто сбрызгивают водой и посыпают маком. Булку черкизовскую выпекают с паром на протяжении практически всего времени выпечки, за исключением последних 2-3 минут. Делается это для того, чтобы избежать растрескивания корки. Форма у булки черкизовской должна быть не расплывчатая, без притисков. Поверхность глинцевитая, румяная. Мякиш пропеченный, невлажный на ощупь, эластичный. И после легкого надавливания пальцами мякиш должен принимать первоначальную форму. На мой взгляд, булка черкизовская – это одно из наиболее красивых изделий советского хлебопечения. Даже запах этой булки не оставит никого равнодушным. Булка черкизовская прекрасно подойдет и к легкому завтраку, и к плотному обеду. Если вам понравилось это видео и вы нашли его полезным, я буду признательна и благодарна, если вы подпишетесь на мой канал, поставите лайк, а может быть, разместите ссылку на этот ролик в своих социальных сетях. Пеките на здоровье!